В обществе много сейчас проблем. Градус общества напряжен. Вы повышаете налоги, вы повышаете цены на электроэнергию, на воду, на все остальное. Силовики прессуют бизнес, люди ссорятся. Военным не нравятся ночные клубы работающие. Если есть где-то место геройства, значит там есть проеб государства, прямо говоря. Перестаньте лепить культ личности, потому что можно доиграться до такого же, как в России сейчас. Здравствуйте. Это видео записывается до саммита НАТО в Вильнюсе, поэтому сегодня будут затронуты все темы, кроме этой, а сам саммит НАТО мы обсудим уже после. Сегодня я хочу поговорить о нашем президенте Зеленском, потому что последние события таковы, что накапливается очень много нюансов, которые, я вижу, очень многие люди не понимают. Ну, давайте возьмем первый. Зеленский, я считаю, не поздравил Залужного с днем рождения. Он 2 раза публично уже в позднее время упомянул о том, что он поздравил нашего командующего вооруженными силами Украины. Но все мы помним целое огромное журналистские расследования, огромный скандал. Залужному сейчас было 50 лет юбилей. Когда было 50 лет Ермаку, и у Ермака был юбилей, они, если я не ошибаюсь, в Ивано-Франковске или где-то в другом городе в западном регионе Украины, в государственной резиденции праздновали день рождения Ермака и возили гостей на вертолетах. Об этом было громаднейшее расследование. Скандал был сумасшедший, вся пресса обсуждала. Но это были еще мирные времена. Я понимаю, что они друзья, все остальное, там одна команда, но там поговаривали, что у Залужного Зеленского какие-то контры, большие или небольшие. Понятно, сейчас никто это не будет выносить в публичную плоскость, это правильно. Во время войны нам еще только этого не хватало. Но я просто высказываю свою точку зрения, для меня это явно бросается в глаза. Теперь идем дальше. Я просто, почему решил снять это видео, опять становится популярным в обществе лозунг «начни с себя, почни с себя». Почему-то люди считают, что нация должна 40 миллионов человек проснуться в один день другими. Но на самом деле я не устаю повторять, что все изменения в государстве идут только сверху вниз. Лидер нации дает посыл. Если у него есть видение, концепция, у него есть способности, а иначе, если у тебя этого нет, то туда не надо просто-напросто идти. Ты это организовываешь, это воплощается в жизнь. Ну, что мы видим? Скандал в Омане, уже который все терли-перетерли. Мы не знаем с вами правды. И даже не уверен, что когда-то мы точно все узнаем, что там было. Но факт встречи был. Слухов, утечек много есть, особенно утечек, в том числе в западной прессе были. То есть мы понимаем, что шли какие-то переговоры, о которых нам с вами не сказали. Точно так же, как нас с вами не предупредили о войне. Нам рассказывали, что не хотели панику получить. Получили панику 24 февраля такую, что не дай бог кому-то это было пережить. А мы с вами все это, большинство пережили. Дальше. Где Баканов, бывший глава СБУ? Тайна покрыта мраком. И когда журналист задает этот вопрос Зеленскому, Зеленский готов, наверное, достать автомат и его расстрелять по глазам. Он за это просто ненавидит. Но на этот вопрос он упорно не отвечает. Что получается? От нас это опять скрывают. Министр обороны Резников дает недавно интервью, по-моему, Укрправде и рассказывает, что должны были эвакуировать сотрудников Минобороны в бункер в Гостомеле. И, слава богу, не получилось, потому что попали бы в заложники. Вы представляете, какой уровень подготовки к войне был вообще этой командой? Что куча важных людей для государства, для обороны государства, Министерства обороны, могли оказаться в плену. Они даже не понимали, что собирались аэродром в Гостомеле захватывать. А я напоминаю, что в январе приезжал глава ЦРУ Бернс, и им план полностью положил на стол, рассказывал, что и как планируется. Они его тогда обсмеяли. Точно так же, как бы я не относился, и Блинкен то же самое говорил. Они и Блинкена засмеяли, хотя я сам не фанат Блинкена. Но мы говорим не о конкретных персоналях, мы говорим, что приезжает высокопоставленные чиновники из партнерской страны Соединенных Штатов Америки, благодаря которой мы, слава богу, сегодня еще существуем. Они тогда играли свою игру, а теперь они требуют все и у всего мира. Всплывают новые подробности. Оказывается, общепризнанный агент ФСБ Сивкович финансировал лоббистские компании в США, которые обслуживали Z-команду. Это Цензорнет публиковала такую новость. Вы вообще можете представить уровень того, что происходит? Что творила наверняка вот эта парочка Зеленский и Ермак, просто в голове не укладывается. Я напоминаю, что доблестный наш главный враг бизнеса в Украине, враг номер 1, экономический диверсант Данил Гетманцев, 8 лет работал помощником того самого Сивковича. Дальше идем. Зеленский, если вы помните, в ночь с 23 февраля на 24 собрал, я не помню сколько, по-моему, 50 человек, короче говоря, крупный бизнес. Давайте честно и откровенно говорить. 95% в кругу собранных людей
Это люди, которые либо связаны с олигархами, либо сами являются олигархами, либо это бизнесмены от государства, которые всегда на присосе всю жизнь были у государства. Или приватизация 90-х, ну в общем что-то вот около этого. И как в интервью признается Олег Гороховский, у Гордону, это совладелец Монобанка, там президент спрашивал, какие проблемы, боли у бизнеса, чем он может помочь. Это вообще в голове можете вы себе поместить или нет? Я не могу. На тот момент Зеленский был уже 3 года у власти, он собирает топ людей, которые на самом деле, при всем уважении там, к некоторым из них, ну не знают они болей, скорее всего, мелкого среднего бизнеса. Крупный бизнес в Украине и везде в мире всегда сможет порешать. И у крупного бизнеса чаще всего стоит вопрос: мы хотим еще, зарабатываем много, но мы хотим еще больше заработать. В то время, когда мелкий и средний бизнес, это всегда старт, и это очень часто люди в борьбе за деньги, за выживание бизнеса, да, за прогресс какой-то. Это люди, которые совсем другим живут, чем живет крупный бизнес. Тем более в Украине. Я еще раз вам рассказываю, какими путями в 95% случаев это достигается. Не у всех, есть исключения, слава богу. Он собирает, спрашивает о боли. Ему, конечно же, там, видимо, что-то сказали, не могли же не промолчать в ответ. Что мы видим? Недавно бизнес подписывает манифест, подписи Зеленскому, маски-шоу, рейдерство, прессинг, силовики давят бизнес. Так, сделал вывод Владимир Александрович или нет? Или он помог сугубо тем 50 людям, крупному бизнесу, а остальные ему не нужны? Так я хочу дать совет президенту, может он не знает. Владимир Александрович, если вы хотите узнать настоящие боли, проблемы реального сектора экономики, вам не нужно собирать топ-100 Forbes или топ-50. Вам нужно разговаривать с мелким, средним бизнесом реальным. Вы когда подойдете к владельцу какого-нибудь МАФа, или там кофейни, или там ресторанчика, или еще чего-нибудь такого подобного, вы узнаете реальные, самые настоящие проблемы, которые на сегодняшний день есть у настоящего реального сектора экономики, у реального бизнеса в Украине. Но вы нет, крупного бизнеса ничего не сделали, мелкие вам вообще по боку. Все, выводы мы для себя все сделали. Теперь дальше, что я вижу. Я понимаю, что это будет использовано против меня. Я прекрасно вижу намерение Зеленского и Ермака использовать военных в своих политических интересах. Все, что сейчас происходит, я надеюсь, военные сами это понимают, но они заложники ситуации, тоже это все прекрасно понимают. Наверное, они сейчас не могут публично говорить те вещи, даже если они понимают, такие, как говорю я. Хотя, я думаю, понимают все-таки меньшинство. Зеленский этим тоже не брезгует. Но вы должны понимать, вы должны, когда видите эти все ситуации с военными, и где власть рядом, и кое-кого из них она уже пытается прикормить, это проблема. И я считаю, там, если говорить аккуратно, это непорядочно. Но этим никогда не брезговал Порошенко, этим не брезгует и Зеленский. Возвращаясь к разговору, типа мы не предупреждали, потому что будет паника, беспредел ТЦК, который происходит, вот этого всего, что у нас сейчас происходит в государстве, я хочу сказать, может быть просто люди, особенно женщины, не знают. А вы знаете, что вот шла война, и тем не менее продолжались чемпионаты Украины по футболу, по баскетболу, по другим видам спорта. Так как так получается, что предпринимателя хотят забрать на фронт, дают повестку, футболиста нет? То есть футболисты это какая-то особая каста? Давайте без обид, я сам в прошлом профессиональный спортсмен. Не говорю, футболисты, баскетболисты, любые другие профессиональные спортсмены чем-то отличаются от предпринимателя. Они дают больше пользы для государства? Нет, поверьте, они дают меньше пользы для государства. А может быть какой-то талантливый физик, химик меньше дает пользы для государства или потенциально, чем профессиональный спортсмен? Нет. Тогда давайте или ко всем одинаково по-настоящему, или тогда давайте действительно, так как я это предлагаю сделать, будем разбираться, что у кого лучше получается, кто где будет максимально полезен и эффективен. А то получается так, что 7, 6, 8 здоровых лбов ТЦК хватают людей под руки, а на фронте, говорят, не хватает людей. Так я предлагаю что сделать? Я предлагаю этих лбов отправить на фронт, там где они действительно нужны, плюс они крутые, они в военной форме, против гражданского, безоружного они очень крутые ребята. Пусть показывают свою крутизну там, где это действительно нужно. В ТЦК набрать женщин. Женщина должна подходить, вручать повестку. Если человек отказывается ее брать, нужно вызывать полицию. И дальше вообще-то все должно работать по закону и по Конституции. Если человек принимает решение отказаться, есть на это в наших кодексах статьи, тогда суд дальше идет. Все в рамках закона. Но всемиром налетать на одного, под руки брать, это не годится. И я напоминаю просто
К сожалению, очень многие этого не понимают. Без денег ничего не выигрывается. И одно дело, когда кто-то ненавидит кого-то, потому что он на фронте, а кто-то не на фронте. И совсем другой разговор, что с лопатой воевать никто не сможет. И правильно сказал Себастьянович, это не моя цитата, хотя хотел бы, чтобы была моей. Если есть где-то место геройства, значит там есть проеб государства, прямо говоря. И действительно, 2023 год, ребята воюют в окопах, от артиллерии прячутся. Вдуматься, это действительно неправильно. Мы могли все сделать по-другому. Я уже молчу о том, и Порошенко, красавец, который уже, считайте, при начале войны был президентом, 2014 год все началось, и сейчас Зеленский. Если мы знаем, что у нас такая есть потенциальная опасность. Зеленский принял решение в Омане там шушукать, Порошенко, видимо, с Медведчуком что-то шушукал, а нужно было делать уже тогда контрактную армию и отказаться полностью от призыва. И мы бы тогда знали, а ведь был риск, многие говорили, не многие, но говорили специалисты, что может быть полномасштабное вторжение. И тогда бы все были как винтик в большом механизме государства. Предприниматели востребованы, зарабатывают деньги, помогают фронту, правильно бюджет распределяется, а не так, как сейчас, все на местах, все воруется, чиновники уже не знают, что придумать на тендерах, как своровать деньги. А люди собирают, извините меня, на каски. 1,5 года войны на каски и на автомобили. Я уже молчу про дроны эти, про которые уже из каждого утюга сейчас слышно. Может быть, вот так надо было делать? И чтобы военные получали большие деньги, это профессиональная армия, и они понимали, что они на работе. Потому что в Израиле и в Америке воюют профессиональные военные, а гражданские зарабатывают деньги для этого. Налоги, там, кто хочет дополнительные взносы. Может, вот так это на самом деле должно работать? А не у нас хапухи одни. Минобороны 36 миллиардов гривен, $1 миллиард непонятно куда вывела. Слышите, вывести бабки и предоплату такую дать. Кто за это ответит? Никто не ответит. А где-то кого-то, я читал, в Украине, в каком-то ПГТ посадили человека за то, что он там что-то в магазине, какие-то продукты украл на 5 лет. Это мыслимо, скажите мне? Так это все делает кто? Ваш любимый, я обращаюсь к зелеботам, это ваш любимый Зеленский делает. Вот такие вот дела, вот такая вот ситуация. Поэтому давайте, может, как-то будем правде в глаза начинать смотреть. Я не пытаюсь никого переубедить, но я просто об одном прошу. Давайте не ссориться между собой и давайте не будем жить такими понятиями, что Зеленский равно Украина. И кто не любит Зеленского, не воспринимает, разочарован, кому как удобнее, подбирайте то, что вам больше подходит. То значит что-то к Украине имеет. Нет, Украина это наша родина, а Зеленский это случайный президент. Кто-то считает не случайный, окей, не случайный, но временный человек. Будет другой, рано или поздно будет другой президент. Понимаете, тоже временный. Наша страна, родина это одно. И это общее наше с вами всеми, и порохоботами, и зелеботами. А Зеленский это всего лишь человек, как и все мы. Перестаньте лепить культ личности, потому что можно доиграться до такого же, как в России сейчас. Теперь дальше про любимого Владимира Александровича. А вы забыли, как при Зеленском Киева, подонок этот, поздравлял Путина, находясь в статусе народного депутата Украины с днем рождения? Сегодня я хочу поздравить лидера, действительно лидера своей нации и дружественного нам народа, Владимира Владимировича Путина. С днем рождения. Сил вам, Божьего благословения и здоровья. Вы действительно тот человек, который вернули своей стране и своему народу былое величие и уважение во всем мире. Вы тот человек, который пишет новую историю славянского мира и славянского единства. Вы защищаете мораль, веру, и вы тот, чье имя записано в истории человечества, как имя великого правителя. Да пребудет с вами сила. С днем рождения, Владимир Владимирович. Так где тогда были эти наши героические спецслужбы, которые сейчас сажают или пытаются посадить кого-то там за какую-то фотографию ПВО? Если это наводчик, что угодно с ним делайте, вся страна вас поддержит. Но если это гражданский, пусть даже вот такой вот, пусть даже уже 1,5 года война, он не понимает, что этого не надо делать, но все мы понимаем, что он это сделал не один. И по домам врываются, и все, что там угодно, кому-то какой-то репост не нравится, и даже если какого-то дегенерата там репостят, какие сроки могут быть? У вас с Киева Путина в центре страны поздравлял с днем рождения в статусе народного депутата Украины. А пусть Зеленский нам расскажет, как Киева покинул территорию Украины. А пусть Зеленский нам расскажет, как Вадим Зиновьевич-Рабинович покинул территорию Украины. Пусть это все расскажет. Там еще, когда они поймали Медведчука, там же тоже нам всем набрехали. На самом деле все было не так, там была счастливая случайность.
И слава богу, его поймали. И то обменяли. Ну и последнее, что я сегодня хочу сказать. Я не перестаю, я на стримах часто это своим зрителям, своей аудитории говорю. Меня поражают эти видеообращения. Сейчас в обществе, Зеленского имею в виду, ежедневные видеообращения. Сейчас в обществе назревает огромное количество внутренних проблем, помимо Путина. Я сейчас про языковой вопрос вообще сейчас даже не говорю. Вот это вот ненависть на фронте, не на фронте, ты такой, ты сякой, ты с этого региона, ты с того региона. Люди ссорятся. Я хочу сказать Владимиру Александровичу или там его офису, медийному отделу, я знаю, что вы это слушаете. Прекращайте пересказывание новостей. Не нужно делать ежедневные видеообращения. Максимум раз в неделю, лучше раз в 2 или вообще раз в месяц. И вся нация забывает про все дела и слушает президента. И говорить о конструктиве, давать людям посыл, просить людей сейчас не ссориться. И, может, вы ему там теплую ванную создали, он не знает, что в обществе раздрай происходит. Ну тогда плохо. Может, лично Зеленский, я знаю, он пользуется соцсетями, может, он меня услышит. В обществе много сейчас проблем. Градус общества напряжен, вы повышаете налоги, вы повышаете цены на электроэнергию, на воду, на все остальное. Силовики прессуют бизнес, люди ссорятся, военным не нравятся ночные клубы работающие. Объясните, что экономика важна. Мы не говорим, хорошо это или плохо, это факт. Может, кому-то надо стресс утилизировать, мне не надо таким образом, кому-то, может быть, надо. Объясните, пожалуйста, чтобы люди не ссорились между собой. Объясните, что нас объединяет гораздо больше, чем нас разъединяет. И очень много вещей, которые нужно рассказывать людям, объяснять людям. Когда это скажу я, они скажут, что я какой-то не такой. Но когда это скажете вы, вам поверят. Ну так устроено общество. Так выйдите и скажите нормальные вещи раз в месяц. Для того, чтобы сохранить людей, чтобы все склеивать, а не расклеивать. Потому что вы сейчас лично все делаете для того, чтобы люди между собой ссорились. Вы назначаете кого-то героем, кого-то антигероем. Люди сами разберутся. Дайте свободу слова, свободу прессы. И все будет вот так вот. В Израиле война идет с дня основания, там нет никакой цензуры, ни военной никакой. Вот и все, что я хотел сегодня сказать. Напишите свои комментарии, кто первый раз на канале, обязательно подпишитесь, поставьте лайк. Пока.